Наташа, здравствуй, доброе утро. Привет, дорогая. Рада тебя видеть, слышать. Я тоже. Огромное спасибо за твое время и за то, что ты поделишься сегодня с нами и с нашими зрителями своим прекрасным опытом, своей историей. Вот. Про Да, я Наталью. тоже очень рада. Я думаю, нашим зрителям будет интересно посмотреть. Многие женщины сейчас думают насчет родов, много беременных женщин, наверное, будет смотреть. Вот, много женщин, которые планируют в будущем иметь детей, поэтому расскажи нам, пожалуйста, о себе чуть-чуть, где ты родилась, кто твои родители, где ты училась, чем занимаешься, кто твой муж, сколько твоим детям лет. Это уже целая история. Я родилась в Беларуси, в маленькой-маленькой деревушке. Там жила до 11 класса, потом училась в Минске, училась на учителя. Какое-то время я уехала в Америку, жила в Америке 7 лет, училась там на медсестру, потом вернулась в Россию. Вот, и теперь последние 2 года живу в Турции со всем своим семейством. Вот такая вот я путешественница, такая у нас большая география. А родители мои, обычная семья. Папа работал, и мама работали вместе в деревне. Мама работала бухгалтером, папа инженером. У нас в семье было 3 детей, я была младшей. Деревенская жизнь заключалась в работе, учебе, работа, работа и работа. Вот. Со своим супругом я познакомилась, когда мне было 17 лет. Это моя была первая любовь. И мы пару лет встречались, потом мы разошлись, разъехались в разные города, в разные страны. И спустя, не знаю, сколько прошло, 10 лет мы опять обрели друг друга. И вот началась наша история нашей большой семьи. Теперь у нас 3 детей. Старшему Серафиму 10 лет, дочке средней Агнии, ей уже 7 лет, и младшему, тоже мальчик, Яков, ему 4 годика. И вот благодаря младшему мы сейчас живем в Турции, потому что у него аллергия на березу. Скажи, пожалуйста, Наташа, первого ребенка ты родила, как обычно, в роддоме, да? Ты знаешь, у меня вот большой путь, начиная с момента зачатия моего первого ребенка, и я когда когда забеременела первым ребенком, я очень мало чего знала про натуральные роды, про всякие вот эти вот интересные женские вещи. Во мне жил такой классический страх, что это будет больно, что это будет страшно. А еще, несмотря на мое медицинское образование, я думала, что мне с моими бедрами самой не родить. И я выбрала себе заведующую хирургического отделения, которая вела мои роды. Вот. Но началось все, мои прекрасные вторые роды начались на самом деле с первых. В какой-то момент мне заболела спина, и я стала искать какие-то практики йоги, как-то себе облегчить, чтобы вот эту физическую перестройку тела. И так было интересно. Я занималась до йогой много лет, но больше в Америке я занималась. И тут я переехала в Москву. В Москве тоже огромное количество разных школ, все там йога для беременных. Ходила я по этим школам и поняла, что вау, мама, что это очень небезопасная какая-то практика во многих школах была. Но я не останавливалась, искала. И в итоге я нашла очень интересную школу. Она шла по методике английской женщины Франсуазы Фридман. Есть такое целое направление Birth Light. И там очень много таких мягких практик на раскрытие, там много медитации, много работы с телом, работы в воде. И вот это вот меня прям
сдвинула с мертвой моей точки. И уже тогда с первыми родами я такая, я хочу сама, я хочу по максимуму сама. Хотя сначала мне эти люди казались такими странненькими, прям как секта. Думаю, вау, прихожу, они говорят, беременность, роды, это вообще, это такое, это просто это такой дар, это такая возможность, это может быть так классно. Я думаю, блин, что там может быть классного? Но Мгм. уже тогда с первым ребенком я поняла, что я хочу по максимуму натурально рожать и сама. Но было чуть-чуть поздно. Мне не хватило немножко и знаний, и людей, которых, вот правильных людей вокруг. Я как бы договорилась с акушеркой, нашла уже прям в последний момент, и она меня сопровождала до роддома. Мгм. Но самой мне родить, ну как, я родила сама, ну как бы на столе, вот это здесь вся вот эта вот процедура медицинская на столе, куча врачей, свет, эпидуралка в конце еще получилась. Ну, конечно, я была очень-очень рада, и мне казалось, что мой опыт такой, прям такой классный, все так были счастливы. Но со вторым ребенком, со второй беременностью я поняла, как это может быть совсем-совсем по-другому. Мгм. Вот. Как это, А, то есть что произошло в твоей жизни, что что произошло в моей жизни? ребенка вдруг Ну, родить в экстазе и в совершенно другой обстановке? ты знаешь, нет, на самом деле я всех своих детей родила в одном и том же месте, в одной и той же клинике, но она такая была хорошая клиника, и там были партнерские роды, роды с акушером, а-ля домашние роды, там обстановка ну, такая домашняя, стояли ванны большие. И я хотела дома, но мой супруг не был готов, поэтому мы решили, ну, я решила не испытывать, как бы не идти против его воли, так как я там уже всех знала, врач меня вела та же. Единственное, когда я была, будучи беременной уже второй раз, я попала на тоже замечательные курсы, вот акушерские, а, а, Центр традиционного акушерства в Москве назывались так курсы, и нам там много тоже подготовки к родам, роды с партнером, учили дышать, диету рассказывали. Они рассказали много очень полезных вещей по поводу, какие витамины пить, какие вот масла пить, чтобы там никаких не было, там раскрытия хорошее, чтобы ничего там не порвалось, чтобы все растягивалось. Мы тоже занимались. А, и еще я продолжала ходить на вот йогу, и в бассейне я продолжала ходить на курсы Франсуазы Фридман, вот этот Birth Light. Мгм. И в бассейне мы очень много делали, например, таких практик. Вот ты спрашивала, делали ли мы визуализацию родов. Мы прям даже не визуализировали ее, мы проигрывали этот процесс. Девчонки, тоже беременные, в бассейне становились, раздвигали ноги пошире, и надо было пронырнуть между их ногами Мгм. и имитировать процесс рождения. Вот как бы я ребенок, ноги — это В каком канал, и месте мы... беременности вы вот в эти все тренировки? Слушай, это было, ну, это было продолжительное время, но я прям ходила до последних дней. И проплывая между ног, ты как будто вот этот канал ребенок проходит, и потом тебе на выходе надо развернуться, как ребенок поворачивается лицом вверх и родиться. И в какой-то момент, когда мы уже знали друг друга, девчонки строили всякие хитрости, зажимали ногами, говорит, если так. И надо было просто не бояться, растолкнуть руками, просто, ну да, зажала, ну, немножко чуть сценарий другой, но можно родиться легко. Вот, много делали там всяких практик на медитацию, и йога у них такая нежная. У них настолько правильная и полезная йога, что вот, ну, ничего другого я, перепробовав кучу школ в Москве, не нашла. Настолько она деликатная была, поэтому всем советую не запускать все-таки свое тело. Тело — это такой наш инструмент очень классный, и о нем надо заботиться, чтобы оно
почувствовала заботу и сказала: окей, теперь я все сделаю в момент родов. А еще я прочитала я читала много литературы, но что меня больше всего зацепило, я пришлю потом список книг, а один автор сразу вначале сказал, что Библию перевели неправильно, и что рожать мы все будем не в муках и в страхе, и в Подожди боли, а в Сейчас я возьму наушники, скорее всего, будет лучше. Нашим зрителям нас будет лучше слышно, потому что у меня тут как что-то началось рядом, какие-то звуки. А я не слышу. Ну, давай, я жду. Бери. Минуточку. Да, извини, я думаю, на всякий случай я в наушниках тут что-то... Ага, да, звук лучше. Что-то соседи мои вдруг решили починить. Это нормальное дело для соседей. Так вот, я рассказывала, что тоже, конечно, мне помогла литература как-то в моем внутреннем ощущении разобраться, потому что вот этот страх неосознанный, он, наверное, в нас заложен во многих. Вот эти все истории, которые мы слышим, как было больно, как было тяжело, какой кошмар. Да, что вот про Библию ты ранее сказала, может, повтори еще раз, пожалуйста. Я прочитала одного автора, и он говорит, что Библия переведена неправильно. Вот это слово, они, видимо, в угоду в тем временам и с целям, которые они преследовали, они написали, что роды будут проходить в муках, а они совсем не в муках будут проходить. Там написано в тяжелом труде. И меня вот это прям так, думаю, на таком уровне они уже там нас программируют. Мне это очень как-то помогло. А потом еще второго, Мишель Оден, кажется, это французский автор, акушер, очень много он книг написал интересных, тоже его читала. И что я из него вынесла, что если выключить наш мозг, который думающий, не древний, а вот этот вот очень умный, тогда наше тело способно сделать все само. Там заводятся такие процессы, такая химия начинается, что если дать этому просто течь и не вмешиваться со всеми своими знаниями, со всем, что происходит в современном мире, то роды пройдут шикарно. Мы для этого и созданы, женщины. Мне так стало интересно, и я такая сразу, так как я была в госпитале, представляешь, свет яркий, врачи, они там на приемном покое начинают спрашивать тебя, когда был последний день месячных. Месячных уже не было почти год. Я все записала мужу и сказала, я к ним не захожу. Я не знаю, как ты, акушерка, договариваешься. Я говорю, я ни с кем не разговариваю, ты мне не задаешь вопросы, при мне ты смотришь, чтобы никто вокруг меня не беспокоил. И вообще тишина полнейшая, если мне что-то надо, я скажу. И он, конечно, был мой как такой, он и акушерка как ангелы мои хранители. Акушерка она все это знала, а супруг мой после первых родов, когда он там с врачами сидел и, ожидая, рассказывал анекдоты, еще что-то, он вел себя совсем по-другому, потому что я ему вот эти все вещи рассказала, все, что я хочу. И мы, приехав в клинику, я сказала, что я хочу воду, а ванная огромная, долго готовить. И сама я забилась в угол в темноте, в душ, и сказала, вот не трогать меня. Акушерка настолько грамотная, что она могла, знаешь, по моим стонам, по моим вздохам понимать, на каком я сейчас этапе, что со мной сейчас происходит. И она меня не трогала. И еще вот этот момент, когда женщина там учится дышать в родах, еще что-то, в этот момент выключается все. Дышать, то есть она тебя хорошо прочувствовала и дала тебе свободу полную. Возможно, да, она мне полную свободу, и очень она так и грамотно, пространство. она прям...
Да, она очень грамотна, она не впустила ни одного врача, ну, каким-то образом договорилась, чтобы они... Говорит, еще рано, я вас позову. Очень милая женщина, грамотная. И она мне вот дала вот эту возможность, вот как зверь, забиться в угол в темноте. Я не помню, что, ну, как бы там были не наши выученные дыхания, там были какие-то звериные стоны, еще чего-то. И боль, конечно, она, наверное, чуть-чуть чувствовалась, но это такое... Она была настолько под каким-то смазанная, настолько была легкая. Я была под каким-то коктейлем уже таких гормонов, что мне вот... Я не знаю, как это описать, но это еще не экстаз. Экстаз начнется Это позже. было все в воде, ты находилась, ты сидела Нет, я пока или находилась в еще душе, в перед, начале еще в душе. да, И это это вот она при твоих вторых родах, правильно? Да, это при Мгм. моих вторых родах. И Мгм. в какой-то момент акушерка зашла и говорит, я думаю, пора, говорит, ванная готова, пора. А я все это время, вот даже я в машину, когда зашла, я как закрыла глаза, я глаза не открывала, чтобы вот этот вот яркий свет, он не включил мой мозг, вот чтобы меня не вытянули из этого состояния. Я только вот один раз, помню, открыла глаза, чтобы посмотреть, как в ванную забраться. И я Мгм. погружаюсь в эту теплую воду, и тут начинается полный какое-то невероятное ощущение. Мгм. Я как будто растворяюсь в воде. Я растворяюсь в воде, тело не чувствую, вода, кажется, заливает. Она занимает все пространство, что она бесконечная. И я Мгм. просто улетела в таком состоянии, я, наверное, перестала издавать какие-то звуки, тогда уже подошел врач, и он Мгм. еще мне говорит, говорит, мы тут, говорит, не расслабляемся, мы рожаем. Я такая, знаешь, подумала, окей. А, Мгм. И я Понятно. хочу, как описать это ощущение, это какой-то такой, не знаю, это такой экстаз, это такое какое-то космическое, когда тебя нет, но ты это все, ты есть все. Вот это вот Мгм. состояние, про которое там иногда говорят на йоге, которое я больше никогда в такой степени не ловила. Мгм. И даже момент, когда вот говорят, давай, что ты лежишь, тужишься, надо тужиться, это врач мне говорил, я такая думаю, какое тужиться? Я не тужилась ни разу. Мои мышцы, моя матка, мой живот, они сами сокращались, когда там им надо было. И я вот не сделала ни одной вот этой... Вот оно, Мгм. тело как включилось, и оно просто как какой-то механизм волшебное работало и не останавливалось. И когда родилась Агнюша в воду, Мгм. я прям почувствовала... Я вот не знаю, это роды, потому что я так готовилась, и так вот все совпало, или это потому что вот этот ребенок принес это, вот у ней такая была сила, такая мощь. И самое интересное, что, знаешь, когда вот дети рождаются, они или кричат Мгм. сразу, или их там чуть шлёпнуть, чтобы они кричали, или еще что-нибудь. А она прям так сказала, вот прям чтобы вот я, типа, издала звук, и все со мной хорошо. Мгм. И ее приложили к груди, и она была настолько сильная, буквально там через 2 минуты она вот так, качая головой, сама повернулась к соску, нашла его и стала сосать. И это было так... Присутствовали? Мгм. Да, Извини, и это был, можно перебить. конечно, Мгм. такое волшебное ощущение. И, ну, спрашивай. Присутствовал ли при тебе твой муж? Находился ли он Да, да, вот в этом он был моменте? рядышком, он Мгм. стоял рядышком, он держал меня за руку иногда. И когда родился ребенок, когда родилась Агния, это было такое чудо, я думаю, это было чудо даже для врача, который не привык к таким родам. И они потом были на 7 небе от счастья, они ходили, всем рассказывали, как они прекрасно родили. И супруг ушел. И, в общем, это для всех был такой опыт необычный. И, ну, и мой супруг сказал, могли бы, говорит, и дома, говорит, такой кайф, так все здорово.
И когда я Мгм. родила, я подумала, вау, вот бы все женщины так рожали, они бы только этим бы и занимались, если получать столько удовольствия от этого процесса. Я слышала, много там писали о родах в экстазе, нет, Мгм. роды, оргазмические роды, но оргазмические роды, я слышала рассказы некоторых девчонок, это больше что-то про физические ощущения, у меня такого не было, у меня вот прям этот улет, экстаз полнейший был. И просто, ну, что я хотела еще сказать. Вот И этот вот так вот, рассказ, улет, это было как бы ощущение себя вне тела, да? Более как в пространстве, как в да, да, расслабленности, в таком мире, любви, да, как спокойствии, в как, мире, наверное, в да, такое глубокой медитации йоги. блаженное М. такое, блаженное состояние, и оно длилось потом еще пару дней, ну, вот чуть-чуть не так интенсивно, как во время вот этой вот погружения в воду и родов, но оно длилось какими-то моментами, опять включалось в моем теле, и это, Мгм. конечно, было космическое состояние, и что еще хотела сказать интересное, да, Сколько длились что все, эти роды? сколько длились, Да. ну вот с момента, как бы, у меня были дома схватки, как бы была на телефоне с акушеркой, и вот мне вот не очень хотелось быстро ехать туда, хотелось подольше дома посидеть. Но Мгм. весь процесс с момента, как я ехала в больницу, ну, это уже было такое большое раскрытие у меня, наверное, часа 4,5. Мгм. Но они пролетели, конечно, быстро очень, эти 4,5 часа. И потом акушерка, конечно, надо мной колдовала, она давала мне всякую гомеопатию, травки, чтобы кровь Мгм. восстанавливалась, травки, чтобы молоко было. Там у них целый набор всяких секретиков, и которых мы давно забыли, но они такие простые, что они работают. И я помню тот момент, когда пришла медсестра просто меня навестить, она приносит мне там свечи обезболивающие, и я понимаю, что мне ничего не болит. Я в таком, Мгм. как бы, в такое тело мое прям благодарна вот за этот опыт, и мне вообще ничего не болело, и восстанавливалась я просто мгновенно. Ну, там тоже были свои штучки, Мгм. которые мне подсказала акушерка, что не стоит вставать, как надо подвязываться. Не надо, конечно, сил много, хочется бежать что-то делать, но она рассказывала всякие интересные вещи, что как правильно, и тоже мне очень помогло. И я вот думаю, что все-таки самое главное, что в этом процессе произошло, это выключился мой мозг. Я вообще, если бы Мгм. меня в тот момент, во время схваток, когда я ехала в роддом, мне что-то вот спросили, там, номер телефона, я даже не помнила, наверное, как меня там зовут и мой день рождения. И я думаю, что, наверное, вот эта вот практика гипноза, которой ты занимаешься, она, наверное, на это и направлена, чтобы выключить думающий мозг и погрузить человека. Я как бы с гипнозом не знакома, но Да, в гипнозе я ввожу моих клиентов в состояние вот очень подобно к этому, которое ты описала. То есть состояние полной расслабленности, где даже если бы, допустим, человек ощущал какую-то боль, смотря как глубоко он погрузился в этот транс, вот в эту расслабленность, если он в очень глубоком трансе гипнотическом, то он не будет чувствовать боль. Но это состояние очень похоже на вот это состояние нирваны, экстаза, без каких-либо физических переживаний тела. Оно более как бы на уровне вот сознания, можно сказать, даже не ума, а сознания, где ты все, где ты это и пустота, в которой все происходит, и ты же и это блаженство, ты же и там, ты же это и покой, и вот это вот и радость жизненная, и можно сказать все, и ничего как бы. То есть там очень легко, просто, э, да, я вот очень прекрасно и понимаю. Эти тишина состояния полная, очень полная тишина. и тишина, да. Да, Эти состояния очень тяжело слова им, подобрать, ну, как бы да. вернуть, подобрать, Мгм. да. Но вот Мгм. это Мгм. состояние, и я подумала, что когда я родила, я подумала, блин,
вот если бы все женщины, ну хотя бы часть женщин, которых можно убедить и сказать, что можно, вот не надо быть неизвестно кем-то, там, я не знаю, каким-то йогом или еще кем-то, Мгм. просто поверить, что так может быть, что главное вот дать процессу идти, расслабиться, не контролировать его. И это такой опыт. Вот, если его, даже мой супруг, который просто присутствовал рядом, он Мгм. считает, что это самый, самый сильный опыт в его жизни, который был. Я еще вспоминаю этот момент, когда нас переводили из родильной комнаты в нашу обычную комнату, там что-то замешкались, и мы стоим в коридоре, и он врубает ночь. Это было 14 февраля. Ночью врубает музыку на телефоне и танцует с дочкой. Это был, это был такой кайф для всех. М, И потом к Я нам чуть ли представляю. не все заглянули врачи там посмотреть на вот это вот, ну, наверное, у них были какие-то подобные, но прям чтобы вот так. У нас там и свечи горели, и музыка играла. И И все еще такие были где-то, я еще раз задам вопрос, может, я прослушала или не помню, так что извиняюсь. Скажи мне, пожалуйста, Ага, это давай, давай. происходило в американской клинике или это было Нет, в это было России? в Москве, В это Москве? был в России есть такой перинатальный центр, один из таких сильных ведущих Мгм. клиник, которые занимаются родами. И у них они уже вот, когда последнего ребенка рожала у них, они уже прям все хотели за домашние роды, там еще чего-то. Ну, как сказала мне моя врач, с которой я провела с одной и той же, с заведующей хирургического отделения, которая уже Мгм. потом даже не приходила на мои роды, я говорю, сидите в кафе, я позову. И мое тело уже Она, знает, оно все само да, да, сделает. да, Да. да, Насколько все легко и она просто кажется, да, как бы вот этот весь процесс, да, насколько он да. может быть натуральным, прекрасным, чем-то вот А таким вот насколько он обогащает вот опыт, волшебным. и вот я, Мгм. родив первого ребенка, я же мать, я же как бы родила, у меня ребенок, опыт, ну там тоже были свои эмоции, но вот это вот, вот эти вот роды, которые произошли вторые, вот таким способом, они, вот знаешь, вот как заземлили меня и такую силу Мгм. дали земную, вот эта Мгм. силища земная, которая должна пройти через каждую женщину, и это такой совсем другой опыт, и, ну, он очень как бы помогает, он какую-то силу придает, силу, которую все женщины должны иметь и передать дальше своим детям. А еще как Наверное, интересно происходит, да-да. Я думаю, говори, может быть, говори. это родовая сила, это же рождение ребенка, продление нашего рода, правильно? То есть как бы ты Да. рождаешься, вот ты при роде, как когда-то говорили, первый ребенок, он даже там назывался вот как-то от природок, кажется, природок, не помню, честно, не буду сейчас тут Мгм. обманывать людей, я думаю, они сами знают, напишут в комментариях. Но самое главное, что вот эта связь со своим родом, и она, естественно, связь с корнями, да, своего рода, то есть, а корни наши, естественно, связаны родовые с землей. Я думаю, отсюда вот эта вся мощь может исходить. Вот как ты считаешь, возможно, Да, наверное, это да. И с вот этим я даже связано? смотрю на своего вот ребенка, на Агнию, которая вот так вот была рождена, и она такая прям силища земная, прям вот чувствуется по ней. А еще мне очень хочется, чтобы многие девушки так рожали, чтобы этот опыт записался у их детей. Потому что теперь все такое медикаментозное, и у нас стирается, наверное, на каких-то там уровнях вот это вот умение, вот это знание, что вот тело может, что вот это так. Мгм. И дети же, оказывается, очень рано начинают думать про роды, все. Вот моя дочка, которая сейчас 7 лет, а она уже там, сколько ей было, 5 лет, они там с подружкой уже обсуждали, прибежала в слезах: мамочка, мамочка, я не хочу рожать, это больно. Я говорю, ну, доченька, я же тебе сколько раз рассказывала, что я, говорю, тебе королеву рожала, говорю, тебе не будет больно. Она такая, точно, Да, вот побежала. Люди кстати, да, так как я работаю с установками закорененными в нас, людях,
это очень часто повторяю, и очень как бы много моих клиентов учатся после сессии со мной, как объяснять здесь, как разговаривать с детьми, как им объяснять, как закладывать какие-то маленькие программки, да. Вот, допустим, ты можешь своему ребенку начать рассказывать, кроме того, что ты ей говоришь, что это будет прекрасно, что это будет очень приятно, что у Да, тебя она уже были знает. прекрасные ощущения, да. То есть, если бы Я каждая ей мама тоже имела говорю, такой говорю, ты опыт, когда будешь мамой, ты, извини, перебивай, да, я говорю, ей да. тоже, говорю, ты когда будешь мамой, говорю, ты прям все вспомнишь, все, что с тобой было, говорю, ты Мгм. вспомнишь и поймешь, что это так здорово. И я говорю, буду тебе все время напоминать, чтобы ты не забыла. И говорю, ты не слушай других людей, потому что, ну, так получилось, что они не знали. Так получилось, что им никто не рассказал, и они не попробовали, ну, не успели. Говорит, Мгм. ну, ты, говорю, будешь своим примером показывать своим подружкам, рассказывать, что можно и по-другому. Да, и я очень надеюсь, Поэтому вот что это видео так. поможет вот многим мамам решиться на такие вот роды. И потом иметь эту возможность делиться своим опытом со своими детишками, со своими, естественно, Да, со своими будущими. будущими мамами, со своими дочками. И, ну, как бы продлевать этот прекрасный процесс. Ам, Да, да, потому что более прекрасного ничего в жизни, никакой секс, никакие наркотики, никакая любовь. Мне кажется, это затмило все мои опыты. И ты Это решила просто родить третьего чудо ребенка. рождения. Ну, Ты расскажи знаешь, нам он сам тогда нам решил про родиться. третий сон, да. Расскажи А нам, про как твои третьего, вот третьи роды казалось бы, да. проходили. Ну, я же была уже опытная, я же все Да. знала. Мгм. Забеременела. Так, мне очень тяжело получалось беременеть, и мне казалось, что, ну, мы как бы хотели, раньше мы хотели очень много детей, там, чуть ли не 8 супругов. Потом, когда у нас было двое, нам уже было достаточно хорошо, и мы ничего не планировали. И мой последний Яша, радость наша, он был для нас сюрпризом. Мгм. И такая тоже, ну, так как я все уже, в принципе, знала, я казалось, что все, я уже все знаю, врачей знаю, акушерку знаю, как рожать знаю, ванную свою знаю, все у меня будет вот по этому же сценарию. Но пошло все по-другому. Мгм. Видимо, Яша оказался немножко другим человеком, или, может быть, все-таки я немножко не услышала свое тело, и мне надо было больше отдыхать. Ага. У меня вот какой-то начался период гнездования. Я там детей на дачу, а сама дома там мебель переставить, все там поменять, к ребенку подготовиться. Я немножко подустала, и у меня отошли воды очень рано. Ну, не очень Мгм. рано, а как бы на неделю раньше отошли воды так очень сильно, и получается, что у меня не было, там должно быть раскрытие, опущение, схватки, а у меня ничего, только вода отошла. И мы с акушеркой там общались, она такая: поешь, поспи, поешь, поспи. И в то время она уже не принимала, ну, раньше она принимала роды на дому, ну, там в России тяжеловато с этим, законная какая-то там составляющая, и она говорит: ну, надо ехать в больницу, давай будем там уже думать, что делать. И 12 часов, она говорит, через 12 часов, ну, по протоколу они начинают капать антибиотики, через Мгм. 24 часа они начинают капать окситоцин, чтобы вызывать эти схватки. И всякие такие штучки медицинские. Ну, мы справились. За 12 часов акушерка, я, мой супруг, мы завели мой организм. Мгм. Это, конечно, был тяжелый труд, потому что воды отошли в 9 часов вечера, и, получается, я уже так устала, хотела лечь поспать, но не тут-то было. И в 9 часов утра я родила, и всю эту ночь, ну, она давала мне кушать, говорит: теперь, говорит, поешь, а теперь поспи, а теперь шоколадка. Мгм. Главное, чтобы были силы. И вот тут был оргазмические роды, потому что ничего не заводилось, она давала мне гомеопатию, там показывала какие-то упражнения, а потом говорит: ну, говорит, что, говорит, тебя, говорит, спасет оргазм.
И ты сидела уже в И этом моменте в ванной с водой, да? ты знаешь, нет, я была в душе, я заходила в воду, выходила, ну, потому что 12 часов провести в воде тоже тяжеловато, а вода еще, когда они начинаются схватки, они не пускают воду, потому что вода расслабляет. А мне надо было, наоборот, завести мой организм, чтобы начиналось все. И она говорит, давай, постой, жди, говорит, хочешь рожать воду, будешь рожать воду, но вода, она такая размягчает, и, если, наверное, там все время лежать, но у нас времени не было так много, мы были в больнице, но рожала я в воду, это тоже было, не было таких вот включений сильно, как с Агнией, потому что мой мозг вот это все время, все равно мне что-то просили все время делать, даже акушерка. Я думаю, если бы я осталась дома, и они мне дали бы не 12 часов, а там 2 суток, потому что, в принципе, бы ничего такого не произошло. Но так как мы были в больнице, вот мы вот так вот старались и сделали все. И тоже я родила в воду, и третий ребенок, совсем другой, он такой был крошечный, он такой вот, как если Агния такая была мощь, просто силища, а этот был такой крошечный, с такой нежной кожицей, такой прям видно, что такой вот, просто вот, как сказать, совсем другой, такой, совсем Мягкий другого такой уровня более. ребенок, мягкий, Мгм. да. Мгм. Более такой покладистый, вот какой-то такой более мамин или папин, вот защиты ищет. А это у нас Агния силище невероятное, А а он переживания другой. какие Переживания с какие третьим были ребенком с третьим при ребенком? рождении? Мгм. Я все время вот тоже спрашивала всех, сравнивала. С первым ребенком было прям такое вау, такое просто такое безумная вот эта вот радость. И со вторым ребенком вот эти вот переживания, они не были такие яркие и не в ту сторону, а они больше вот такое вот как бы вот космическое какое-то расширение, какое-то спокойствие, умиротворение. А с третьим ребенком, наверное, больше похоже тоже на первого, какая-то радость рождения, ну, но все равно они не такие сильные, как с первым. Я многих девчонок спрашивала, говорю, а как, почему? Они говорят, ну да, наверное, вот ты уже получила тот опыт этого гормонального всплеска, этой безумной радости с первым, а со вторым, может, у всех по-разному, но у меня было так, чуть более сглаженные были и эмоции, и чувства. И, такие, наверное, более такие доверительные и трогательные были у нас уже отношения. Мгм. И ты Такая тоже прям при третьих родах ты любовь. сумела расслабить свое тело и полностью войти вот в это состояние расслабленности, как бы Нет, отпустить? нет, Мгм. нет, я не смогла не смогла полностью расслабить. Очень много было всяких манипуляций, движений, хождений, света, разговоров. И, наверное, вот эта вот усталость, которая сыграла тоже роль, потому что хорошо бы быть отдохнувшей, выспавшейся, хотя бы частично, а не так, что 24 часа ты почти без сна. Но они тоже были легкими, наверное, вот это уже был физический опыт тела, и тело, все говорят, что каждые последующие роды, если там нету слишком больших перерывов, тело уже знает, как раскрываться, Мгм. что делать. На плане физическом было очень все тоже очень просто и легко. Не надо было там тужиться, не так, как с Агнюшей, когда живот сам и все тело. Надо было какие-то действия производить, но не было страха, не было боли сильной. Нет, в такой вот космос, как с Агнюшей, я, конечно, не попала с третьим ребенком. Поэтому вот опыт разный бывает. Ну, то есть все равно, бы ты сказала, было все-таки ощущение экстаза какой-то с третьим ребенком. Ощущение экстаза с третьим ребенком, наверное, больше было не в родах, а как бы сразу послеродовое вот это вот ощущение.
легкости, Как только что вот он это уже. родился, Мгм. да, вот этот вот, когда вот только родился, и вот тебе на грудь его положили, и вот это вот, когда ты расплываешься, но не настолько интенсивно, как я тебе говорю, как со вторым ребенком, когда вот Мгм. там все сработало просто как какой-то идеальный механизм. Мгм. То есть все-таки как интересно, да, что получается вторые роды, казалось бы, третьи должны как бы похоже происходить, а было слегка по-другому. Да, но я еще иногда думаю, что, ты знаешь, что каждый ребенок вносит свою вот эту вот частичку в роды. Мне кажется, что это мы, но это не только мы, это и ребенок. Я даже смотрю вот этот третий наш ребенок, все какие-то с ним какие-то происходят какие-то вещи, вот даже вот эти роды, Мгм. которые начались там на неделю раньше, я там устала, не подготовлена. У нас с третьим ребенком происходят такие вещи, как кажется, ну, не очень хорошие, или там что-то, какие-то даже вот болезни его. А Мгм. потом, оглядываясь назад, я понимаю, что если бы вот не вот это, мы бы были, не знаю, попали бы в такую передрягу нехорошую, он как будто нас ведет вот своими Мгм. этими штучками. Вот так интересно было, что он, например, до последнего, чуть ли не до последнего дня лежал вверх нога, ну, как перевернут вверх головой. Мгм. И, ну, это же показание Кесарева, его никак не родить. И потом только я поняла, что я вот это все время, когда он лежал вверх головой, мы были на море, и, ну, было лето, жара, и я ходила к морю, и там такие высоченные ступеньки, надо было пройти 200 ступенек, чтобы спуститься к морю. И так я несколько раз в день, там вверх-вниз, вверх-вниз. Мгм. И я поняла, что если бы он лежал вниз головой, то это бы спровоцировало очень ранние роды. А так он вот как бы перевернутый, только уехав оттуда, он раз перевернулся. Потом он вот родился на неделю раньше, и папа наш присутствовал, ну, на родах, все было. И на Мгм. следующий день он так сильно заболел, и болел 2 недели, что если бы это произошло позже, то он бы не попал бы на роды. Как бы он не смог Понятно. То бы есть все тут присутствовать. А складывается потом так все такие синхронно. всякие такие, Да. такие штучки, что вот даже я всегда мечтала жить на море. Мне так Россия всегда тяжело давалась, вот эта вот погода. Я как бы люблю русских, люблю Россию, но именно климат меня всегда вгонял в какую-то депрессию. Вот это отсутствие солнца, все время вот это вот грязь, слякоть. Я всегда мечтала жить на море, на солнышке. И тут мне так раз в один момент у ребенка такая сильная аллергия, что мы не можем ни дня находиться в России, и мы Мгм. хватаем чемоданы и живем в солнечном городе, там у моря. И вот такие вот дети. Каждый несет свою какую-то, свой вклад, который нам, наверное, не сразу дано понять. Ну, просто надо попроще относиться и думать, что все во благо. Конечно, у каждого свой характер, у каждого своя энергетика. Поэтому энергия тоже родов менялась, потому что новая энергия — это же жизнь. Это же энергия, Да, правильно, да, форма да. энергии воплощается в телесное оболочку, ну, в тело. Вот. Так что это очень интересно. Спасибо, что ты с нами поделилась. Скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовала женщинам, которые вот решатся рождать тоже в такой обстановке натуральной, даже, может быть, домашней, вот в воде, и тоже войти в это состояние экстаза, пережить А, это вот совершенно по-другому. ну, да, я поняла твой вопрос. Но первое, я бы хотела сказать, что заботьтесь о своем теле. А, Массаж, расслабляться в ванной, заниматься какими-то практиками, чтобы оно двигалось, и какими-то дыхательными практиками, медитировать. Тело — это такой мощный инструмент, и оно будет вам очень благодарно, если вы будете заниматься телом, кормить его вкусно, правильное пить, не знаю, масла, витаминки. Вот это масло вечерней примулы очень важно пить на конечном этапе беременности. Оно прям волшебство творит. Там нет никаких растяжек, разрывов. Это просто волшебное масло. Во-вторых, поверить в то, что может быть очень... наверное, тоже почитать литературу и понять, что
как рожают, не знаю, женщины в племенах, как рожаются женщины, которые, ну, у которых нет больниц, и понять, что наше тело готово родить хорошо, и во время вот родов постараться не контролировать все эти процессы, там, сколько замерять схватки, сколько там еще чего-то перепоручить может кому-то. Это такие вот моменты ответственные, когда надо включать мозг и думать, или продумать заранее, или с супругом договориться, или с акушеркой, что они вот какие-то решения принимают, чтобы вообще забиться в угол, выключить вот эти все раздражители, звук, свет, что там еще может быть, чтобы было комфортно телу, тепло, и впасть в это состояние, и тело вас вынесет на правильную волну. Да, есть у меня тоже знакомая, которая рассказывала, что в похожих обстоятельствах рождала, у нее там тоже запахи были какие-то интересные, то есть какие-то вот или розы, или вот что-то, каких-то Ну, цветов есть тоже. много масел, Мгм. которые, да, полезны, что там есть масло, которое ускоряет раскрытие. Я тоже занимаюсь, кстати, ароматерапией, ну, так, на Мгм. любительском этом уровне, да, но там есть куча масел, Я думаю, которые что, для может быть, мы скинем раскрытия. под этим видео какие-нибудь твои рекомендации, допустим, масел. Можем, да, Можешь, масел, да. захочешь поделиться. Да, там мне даже есть интересное, там описывают в этой фирме, которые маслами, там есть даже описание, как новорожденному ребенку масло там такое для того-то, а масло такое-то на ножки, на пяточки, что заземлить. И это так, знаешь, так всегда интересно для меня. Тайна такая. Звучит А, великолепно. Да, да, да. Я уже хочу Так что рожать тоже. да, я знаю, я так хочу, Мгм. чтобы как можно больше женщин рожали с удовольствием, Мгм. рожали в этом безумном экстазе, и чтобы этот опыт передавался из поколения в поколение. Мгм. Всех вам благ, здоровья деткам, всем беременным, их мужьям, которые тоже участвуют во всех этих процессах. И это так объединяет эти роды вместе. Вот я как бы все время смеялась и ни разу не слышала, чтобы мой супруг говорил, что там Наташа родила. Он говорил, мы рожали, мы рожали. Это очень классный опыт. Скажи, Наташа, ты думала про свою школу рождения, чтобы открыть, вот где ты можешь вести какие-то курсы, может быть, делиться там своим опытом? Ты знаешь, в какие-то моменты, когда я начинаю думать, да, а что вот именно меня по-настоящему влечет, что меня интересует, да, я думала именно про помощь беременным, и, ну, как мы все собираемся уехать на чудесный остров, и там было бы здорово, да, быть частью такого проекта, и я бы хотела, да, такую школу помогать беременным. Я уже вот сейчас решила маленькими шажками идти туда. Так, дети подросли, на карантине никого не надо никуда возить, потому что мама превращается в гимнастики, футболы, все кружки водителями. А тут такое время интересное, что мои желания начинают проявляться, и я, да, иду учиться, ну, чтобы как бы я понимаю, что самое главное — это опыт, но как бы какие-то общие сведения и знания тоже необходимы. Иду учиться сейчас на доулу, а потом уже на акушерку. Мгм. Я Так надеюсь, что что ты вскоре откроешь свою школу и даже можешь онлайн делиться своим опытом. Может быть, в да, будущем мы да, скинем твою страничку здесь. Вот, если женщины захотят писать спасибо тебе, тебе, твою спасибо страничку, тебе твой за имейл. такое. Да. Ага. Спасибо тебе за возможность рассказать это людям. Давно носила в себе, рассказывала близким подругам или людей, которых встречала, но никогда не выходила а, на другую публику. Поэтому я тебе очень благодарна, Я что тебе тоже. ты мне помогла сделать этот шаг.
Я благодарна Вселенной за то, что она нас вдохновила вот, на этот шаг. Все-таки это не так уж легко и просто, казалось бы, да, с другой стороны, вот провести вот Да. этот А разговор, как она который нас свела, записывается. Да, нам как она очень нас интересно. свела вообще чудесным образом, да? Да, познакомились через интересный проект. Может быть, в следующем видео мы поделимся насчет этого проекта пока на одну тему. Будем очень рады в будущем сработаться, и я надеюсь, и верю в то, что такая школа вскоре будет открыта. Я не думаю, что больше, чем Спасибо год тебе. займет это все времени. Я буду очень рада тоже помочь женщинам подготовиться к их родам с помощью гипноза, так как я... А расскажи да. чуть поподробнее, именно подготовка, как вот Мгм. я как бы немножко представляю, как во время родов может гипноз работать, а подготовка, как это проходит-то? Подготовка. Обычно я работала с клиентами, которые по каким-то поводам не беременели, то есть мы в гипнозе прорабатывали установки, которые, то есть мы их даже не прорабатывали, мы просто их находили, что является этим вот ключевым, этой установкой, ключевым поводом, почему женщина не может забеременеть. Очень часто это были совершенно другие вещи, совершенно не связанные со здоровьем, все на психологическом уровне. И вот и женщины беременели успешно после этого 3 до 5 до 4 месяцев, можно сказать, после сессии. Здорово. Вот так это все происходит легко и просто. И такие Я знаю, иногда что это очень легко и маленькие, просто. да, маленькие вещи, нюансы, казалось бы, настолько могли мешать и блокировать человека, блокировать женщину. Это очень потрясающе, с одной стороны, когда вот я помогала клиенткам разобраться в этих установках и поменять их. Вот. Сейчас моей задачей это подготавливать женщин к вот этим вот рождениям в натуральной обстановке, где они могут рожать в экстазе. То есть сейчас сессия гипноза уже женщины, которые забеременели, которые готовятся к родам. Моей задачей на данный момент это подготовить их, чтобы они чувствовали себя расслабленно, чтобы они знали, что вот есть такая возможность, поэтому вот тоже очень большая помощь с твоей стороны, огромное тебе спасибо, чтобы женщины знали, так как более случаев мы будем слушать, то есть наше восприятие тоже будет меняться, да, нашего мира, наших установок, что это все возможно, что это все натурально и прекрасно. И вот так вот и действует гипноз, где мы тоже повторяем это нашему уму, нашему подсознанию, потому что как мы учимся, как была поговорка, повторение, мать учения, да? Мать учения, Да, да. то есть вот повторяешь, как внушительность вообще и гипноз, как вот на чем это все базируется? На внушаемости, на повторении себе тех же самых предложений, тех же самых знаний, чьих-то знаний. То есть в этой ситуации мы можем использовать вот тебя как пример, смотрите, все женщины, вот Спасибо. Наташа как прекрасно родила, вот насколько счастлива сейчас, насколько все роды происходили по-другому, и каждая по-своему замечательно, но вот насколько при вторых родах ты получила удовольствие вот этого вот экстаза. И мы тоже так можем. Я всегда говорю своим Да, клиентам, что да, самое все главное — так это могут. знать, что мы можем, потому что то, что мы можем, то, что мы говорим нашему уму, нашему подсознанию, повторяем, учим, программируем его вот этим вот повторением, что мы можем, мы так сумеем, и мы так сделаем. И Да, это все легко и здорово. просто, так же вот как наш сегодняшний разговор, который мы планировали уже, я думаю, несколько месяцев. Вот он С сегодня января, да. состоялся, с января месяца. Сегодня у нас 15 апреля. Апреля. Да. Да. Так что вот, мы молодцы тоже. Огромное тебе спасибо. Все настолько прошло
легко и просто. Так же, как Да, и да. будут проходить роды наших вот женщин, которые прослушают это интервью, можно так сказать, и я надеюсь, что они тоже решатся на вот такой вот шаг. Так что последний вопрос, Наташа, перед тем, как Да. закончить. Скажи, пожалуйста, еще раз, чтобы вот повторить нашим женщинам, которые слушают нас сейчас, еще раз, какие книги, какие практики, если ты помнишь название книг, может, у тебя где-то записано, не сейчас, ты можешь их просто Давай я прочитать. все это запишу и пришлю тебе, чтобы это было, чтобы девочкам было легче искать. Я запишу вот эти школы, куда я Мгм. ходила, вот этот интересную вот эту йогу Birth Light, которая по всему миру. Я все запишу и пришлю тебе просто списком. Так, может быть, мне Конечно. кажется, И я будет тогда это удобнее, да. просто Опубликуешь. да, опубликую Мгм, под вот этим вот видео, чтобы все прочитали, мгм. узнали и, да, закупили нужные книги, делали нужные практики, которые Ну, теперь то все есть делается онлайн. подготовились. Да, очень все Да, легко и теперь просто. все на Да. кончике пальца теперь Наташа, у доступность. меня еще какой-то вопрос был, я сейчас вот его найду, думаю, что-то меня спрашивали, спросить вот женщины, которых я спрашивала, чтобы было им интересно от тебя услышать и узнать. Эм, Скажи, пожалуйста, видишь ли ты разницу, как повлияли роды на твоих детей, чем отличаются по здоровью, развитию и эмоциональности? Или, допустим, еще рано, чтобы Я делать такие думала над выводы? этим вопросом, очень долго думала, и, наверное, да, чувствуется, что ребенок, который родился с эпидуралкой, ему досталось тяжелее всего. Мгм. А, и в плане вот сейчас вот развития, и в плане впитывания знаний. Но, может быть, это характер. Я как бы не могу как бы 100% утверждать, но выглядит, ну, как бы выглядит так, что дети, рожденные натурально, они здоровее, они как-то более м, эмоционально устойчивые, хотя они могут Мгм. быть очень сильно эмоциональные, но как бы вот эта вот устойчивость их, они посильнее. Хотя вот смотри, у меня третий ребенок тоже натурально рожден, но у него вот такая-то аллергия сильная. Но дочка, конечно, здоровее всех мальчишек. Она болезни переносит по-другому. Она просто, вот знаешь, вот такая, она натуральная. Она как только заболевает, она ложится и спит 5 дней. Мгм. С высоченной температурой, ничего не просит, водички в туалет, и просто спит. А мальчишки другие. И, ну, я вот, ну, многие сравнивают как бы женскую, как женщины переносят болезни, как Мгм. мужчины. Не могу утверждать. Но, наверное, если ребенок, вот как мой старший сын с эпидуралкой, со всякими штучками, у него больше всяких к нему, ну, можно как бы придраться и сказать, что вот это было из-за того, что были вот эти все эпидуралки, вот такие вот роды. Так что да, наверное, натуральные роды, они дают больше здоровья детям. Мгм. Да, наверное, все-таки можно сказать, что дети более приземленные, да, как ты вот Да, заметила со они вторым ребенком. приземленные, да, да. Я даже вот, знаешь, как бы проблема первого ребенка, они на таком каком-то тонком плане, и не могу их даже описать несовременной медицине. Но есть там, мы занимаемся мы учились в вальдорфской школе, и там есть целое направление гомеопатов, врачей, они совсем по-другому смотрят на это все, и они вот с ними я могу говорить про своего ребенка, про его роды, как это могло на него повлиять, и, наверное, да, какие-то проблемы, которые у него сейчас, они были вот именно из-за таких вот родов. Мгм. Вот дочка и младший сын, они, конечно, ну, как бы к ним, я не могу к ним придраться, они прям всем таких деток здоровых. Наташа, тогда еще последний вопрос насчет плаценты.
Вот, некоторые женщины Насчет, интересуются, да. да, я знаю эту практику, когда ты Мгм. оставляешь долго плаценту, чтобы кровь прошла. Я, так как с первыми родами я вообще об этом не знала, а со вторыми родами я уже об этом знала, но так как мы были все-таки в больнице, ну, они подержали плаценту пару минут, чтобы, когда вот она родилась, они подержали ее еще пару минут, они как бы не торопились, но не выдерживали, ну, как бы это невозможно несколько, там, день или несколько часов выдержать в больничных условиях. Единственное, что меня сама же акушерка, я еще тогда уже даже на вторых родах я не знала, что с этой плацентой делать, и врач меня спрашивает, а что с плацентой? А я такая, акушерка, забираем, я тебе расскажу. Мгм. И вот мы забрали в землю, и для меня это тоже вот этот ритуал. Потом дальше, когда-то уже, ну, попозже, когда ребенок был постарше, я была на женских кругах, и там рассказывали тоже, вот как делают инициации там, мальчики в 13 лет, а там рассказывали про инициацию девочек. И там рассказывали вот про этот обряд, что когда мы хороним плаценту в землю, мы говорим земле, даем установку, что вот родился новый человек. Ты его знаешь, вот его как бы кровь, его там ДНК, вся ее информация о нем. И когда у девочки начинается первая месячная, надо тоже первая месячная в землю, чтобы сказать, что вот этот ребенок стал женщиной. И для меня это такое, знаешь, как вау, я не пропустила. Знаешь, вот так Мгм. вот эти все мелкие ритуалы, от которых мы ушли и которые мы не знаем, они, наверное, все-таки дают какую-то силу, заземленность, и они держат нас крепко на этой земле, поэтому очень хотелось бы, чтобы другие тоже про это знали. Ну, я не знаю, там с мальчиками мы тоже там плаценту их а, в землю зарывали, но вот это вот потом, что как бы, когда рождается девочка и становится женщиной, что тоже земля Мгм. должна об этом знать. Для меня это такое, какое-то, не знаю, такая вещь, которая очень сильно помогает мне понять, что все будет хорошо. С моей Да. дочкой все будет хорошо. Очень интересно, спасибо тебе огромное. Тебе Это должен спасибо. был быть последний вопрос, но еще тогда будет, это был предпоследний, извини. Вот последний вопрос насчет гипноза, так как я забыла тебя спросить. Скажи, пожалуйста, была ли у тебя возможность слушать какой-либо гипноз, какого-либо рода? Ты знаешь, нет, я вообще никогда не использовала вот эти практики гипноза. Ну и как бы я немножко читала о них, знаю, или там из каких-то фильмов, или из какой-то литературы, там на факультете психологии я училась, мы тоже там что-то про гипноз разбирали. И мне кажется, что вот это состояние, в котором я была, меня как бы я была как под гипнозом. Мгм, мгм. А так вот прям, ну, интересно, хотелось бы попробовать мне гипноз. Ну, Да-да, его же можно использовать в каких-то других практиках. конечно. Состояние, которое ты описывала, было очень похожим на состояние гипноза, вот, которым я занимаюсь, так что это очень интересно, потому что вот много людей, с которыми я проводила сессию, не только по поводу беременности, тоже я помогаю людям с другими проблемами, вот. Практически И это, да, во всем, можно сказать. И очень много людей после того, как они выходят из гипноза, им очень как бы нелегко определить время, сколько длилось это состояние, когда они находились вот в этом вот таком благом состоянии гипноза. Поэтому, когда ты рассказывала про свое состояние, я тебя даже не спрашивала, как ты думаешь, сколько это длилось, потому что я да, знаю, что это это только потом, легко после описать. этого можно понять, да, да. Да. Отлично. Ну, еще раз тебе огромное, огромное спасибо. Благодарю тебя от всего своего сердца и всех женщин, кто услышит это интервью и изменит свое отношение к рождению детей, вот, использовав твой опыт, надеюсь, и счастливо Я родит тебя в благодарю. благости и в этом состоянии Да, я кайфа, можно думаю, что сказать, это это экстаза, хорошее такое нирваны. дело, помогать
помогать женщинам, поэтому тебе тоже всего самого светлого и доброго на твоем пути. И до скорой встречи. Огромное спасибо еще раз. До свидания. Приятного Благодарю. дня Пока. тебе и всем женщинам дня, утра или вечера, смотря Да. в какое время смотрите. Спасибо. Благодарю. Огромное всем и до свидания.